Привет, друзья! Вы на канале Ирен Адлер. Сегодня начинаем долгожданную распаковку. Я так посмотрела свои видео. Давно я ее не делала, так что без лишних слов начнем. Начну с флакончика вот этого симпатичного. Это греческие керамические флакончики. Мне кажется, что они продаются в каких-то туристических местах для туристов. В моей коллекции есть несколько, но все они белого, а этот черный. Красивые, они какие-то такие, знаете, как милые вещицы, которые приятно коллекционировать. В них есть духи, ну, то есть были когда-то. То есть они продаются не пустые для духов, а уже с чем-то внутри. Следующую брошь я положила в пакетик, потому что из нее высыпаются кристаллы. Вот несколько уже высыпались, и все равно еще есть, которых не хватает. Это бакелитовая брошка чешская. В ней единственное, что есть вот трещина небольшая. Но в целом брошь красивая, с маркировкой. Видимо, была сделана для экспорта, скорее всего, во Францию. Очень красивая. Вообще сочетание такое вот в ардекошных брошах кристальной части и бакелитовой я встречаю первый раз. Мне кажется, что она очень элегантная. Так, буду выкладывать все сюда. Дальше несколько цепочек я нашла. Вот такая змейка, очень длинная. Мне она нравится тем, что на нее можно надевать некоторые броши. То есть, если есть броши с подвесом, с петлей для подвеса, чтобы носить ее как кулон, вот такая цепочка очень хорошо для этого подходит. Ну, думаю, что особо рассматривать тут, наверное, нечего. Еще одна цепочка, вот такая интересная. Даже уже она что-то между цепочкой и колье. Короткая, не слишком длинная, и у нее очень интересный замочек. Вот такой. Я, честно говоря, первый раз такой встречаю. Вот так вот эти ушки просто раздвигаются и надевается кольцо. Вот и все. Интересная цепочка. И еще у меня есть вот такой локет. Очень красивый, с золотым рисунком. Почему-то, когда мне попадаются локеты, у них никогда нету вот этого кольца, на который подвесить на цепочку, потому что к этому кольцу должен быть еще один бейл такой, который уже будет, в который продевается цепочка, потому что так подвесить его ни на что нельзя. И мне кажется, что было бы с этой цепочкой очень красиво. Такой вот комплект, можно сказать. Следующая брошка птичка с эмалью. Такой вот тукан бежево-коричневый. Я часто покупаю подобных птичек. Не знаю, мне они кажутся китайскими. Но, вы знаете, их многие любят. Здесь даже есть прорези такие. Вот. То есть голова из паве и на клюве
Тоже эмаль, но немного повреждена она. Ну, самую малость разве что. Следующие запонки мужские. Примерно 70-х годов. Мне понравился здесь этот рисунок. Вот эта вот машинка ретро. Очень, не знаю, мне кажется, запонки просто прикольные. И все, что о них говорить. А дальше интересная брошь с японским мотивом. То есть это как будто такая гравировка, и брошь очень старая. То есть вот судя по иголке, эта брошь может быть даже конца 19 века или начала 20-го. Мне кажется, что в ней что-то есть. Я еще ничего не искала о ней. Но вот такая гравировка, очень тонкая работа, Фудзияма и японский пейзаж. Что-то есть в этой броши, мне кажется, загадочное. Буду исследовать дальше. Маленькая елочка. Просто елочка. Ничего такого сверхъестественного здесь нет. Скоро Рождество. Следующая брошь позолоченная. Тоже, возможно, это еще 19 век. На этой броши есть маркировка АД. Это маркировка Андреаса Дауба, мастера из немецкого Форцхайма. Этот бренд существует с конца 19 века, 1870 какого-то года, не помню, какого именно. Но, насколько я знаю, они выпускают украшения и сейчас. Вот на протяжении уже скольких десятилетий их украшения датируются разными периодами. Но в частности эта брошь вот такая старенькая. Еще одна брошь периода Первой Чехословацкой Республики. Старенькая тоже. Интересное сочетание зеленого цвета камней. Тут разные оттенки зеленого. Казалось бы, что между ними общего, но видите, вот иногда сочетание разных оттенков одного и того же цвета бывают интересными. Дальше клипсы, крупные клипсы бренда Пьер Ланг. Красивые кристаллы разного цвета. Вообще украшения Пьер Ланг из 80-х очень эффектные, очень стильные. Я считаю, что украшения этого бренда вообще нисколько не уступают знаменитым украшениям Шанель, Диор. Это украшения такого же уровня, но стоят они гораздо дешевле, ну, хотя тоже не дешево. Но это Пьер Ланг, это украшение вот уровня высокой моды. Очень качественные, позолота, прекрасный дизайн. Всегда все на уровне. Еще брендовое одно украшение, брошь Эскада. В принципе, такой незамысловатый дизайн, но как брендовая вещь, я думаю, у нее есть определенная ценность. Не знаю пока еще какая. Но бренд вообще Эскада достаточно дорогой. То есть одежда у него это не middle сегмент, не средний уровень. Это уже одежда люксового уровня. Но никогда не видела, что у них есть украшения. Ну вот такая брошь. Наверное, может быть из 90-х, а может быть и позже.
затрудняюсь сказать, потому что вообще не знаю абсолютно ничего. Ну и последняя брошь на сегодня – это брошь Пьера Бекса. Я уже об этом бренде рассказывала. Это французский дизайнер, творивший в стиле арт-деко. Где-то в 60-х, с 60-х по 80-е годы работала его мастерская. И фишка его, как вы видите, в том, что он покрывал все, весь этот декор покрывал сверху эпоксидной смолой, ну, каким-то таким вот покрытием. Так что тут стопроцентно никакие кристаллы не потеряются. Все броши Пьера Бекса в прекрасном состоянии. Покажу все украшения крупным планом. Сегодня их было немного, потому как я оставила самую интересную часть для отдельного видео. Сделаю такой на него небольшой тизер. Скажу, что в следующем видео распаковки будут прекраснейшие коллекционные штучки, о которых я хочу отдельно поговорить, поэтому сегодня я их не показала. Сделаю отдельный ролик. На этом все, друзья. Пишите комментарии, что вам тут понравилось. А мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока!